Я приветствую всех, кто заглянул на канал Таро Немо. Таро расклад. Я и он. Отношения между нами, его мысли и что будет дальше. Расклад на один вариант. И посмотрим, что нам скажут карты. Вначале мы выполним сигнификацию вас, чтобы вы понимали, есть смысл смотреть. И того человека, которого вы загадали. Это колода Таро иллюминатов. На всякий случай приготовила 78 дверей, если вдруг нам захочется что-то уточнить. Итак, кто вы? Что нам скажут о вас карты? Жезловая энергия всегда горячая. Есть желание прояснить что-то. Явно, либо тут двояко будет у вас. У кого-то это будет два человека. И вы думаете, с кем быть. А для кого-то из вас может быть как любовный треугольник, вы уже, может быть, в браке, в отношениях, и есть еще кто-то, да, любовь идет под разными флагами, увы, и не всегда даже какая-то наша личная история, пусть у нас и семья, и, может быть, даже дети, но пришла любовь, и с этим ничего не поделаешь. Наверное, замуж надо выходить столько раз, сколько берут. И мы все-таки должны быть счастливы. А у кого-то из вас будет, буквально я выбираю между человеком или работой, мои дорогие, правда, и так тоже может быть. Потому что личная жизнь – это всегда труд. Как мы хотим, не хотим, но нам приходится как минимум этому уделять время. А здесь нам показывают о вас, как либо у вас свой бизнес, либо вы делаете карьеру, либо вы очень удачливая, дела, работа, бизнес и деньги. В принципе, вы не нуждаетесь в чем-то. Вы очень самодостаточная. И поэтому сказать, что я вот просто ищу спутника, чтобы как бы скрасить свое одиночество или, может быть, какой-то финансовый эквивалент найти, я не могу, потому что нам показывают конкретно интересную женщину, которая имеет много планов и много интересов. Скорее всего, вы любите путешествовать или вам нравится, может быть, заниматься каким-то своим творчеством, или вы имеете хобби, или у вас вообще планов громадье, мои дорогие. Вот что-то такое. И неважно, кстати, сколько вам лет. Нам показана принцесса, даже если меня смотрят вам и 60, и 70. Значит, вы достаточно легки на подъем. Значит, вы молоды душой. А те, кто меня смотрит более младшего возраста, это значит, у вас вообще энергия где-то через край. Человек энергичный, самостоятельный нам показыван. Давайте мы... А что еще? У кого-то желание создать семью. И желание, может быть, помимо такой вот самостоятельности, создать тот союз, который будет полноценно благополучный во всех отношениях. Когда десятка кубков – это карта вершины счастья, по сути. Когда и дом полная чаша, когда есть взаимопонимание, когда есть взаимопомощь, взаимоподдержка, когда не тянет каждое одеяло сам на себя. И даже если, повторюсь, у вас сейчас есть отношения или даже семья, но значит, раз вы смотрите это видео, или если у вас есть какой-то другой человек, появился в вашей жизни, значит, первый какой-то вариант, он не совсем удачный, вы мечтаете о семье. Или все-таки, даже если вы одна сейчас, значит, вот этот полноценный союз очень хотелось бы создать. Давайте посмотрим, что нам еще скажут. А тут нам конкретно выпадает человек. И знаете, король кубков по этим картам, карты двора кубковые, это значит, правда, у нас есть человек. То есть вы, я могу сказать точно, не одна. И если нам выпадает эта карта, либо у вас есть семья, либо вы вместе живете, может быть, вы не оформили ваши отношения и смотрите. Но по королю кубков это тот человек, который как бы уже рядом с нами. А почему вы смотрите? Давайте мы узнаем. О тысяче неопределенностей по Луне. У кого-то может проходить, какая-то история, видимо, может быть, человек как-то себя странно повел. Или случились какие-то обстоятельства в вашей жизни, которые даже сложно объяснить.
У кого-то встреча состоялась такая, знаете, как не случайная случайность, или мы говорим, судьба свела, и вы оказались перед этим выбором, когда вроде бы у меня все налажено, все уже, ну, где-то устоявшаяся какая-то жизнь, даже, может быть, и распланированная, но пришла любовь или пришло какое-то новое чувство, и что теперь мне с этим делать, непонятно. У кого-то может проигрываться человек, кстати, который семейный. Давайте мы спросим, а что вот он? Достанем карту. Что, каков избранник? Карта победителя. Но это человек, который уверен в себе, который тоже достаточно либо статусный, либо денежный, либо тот, который надеется сам на себя, который, в принципе, завоеватель. И то, что он делает, он, как правило, добивается успеха. Он может этим притягивать, словно всегда, знаете, как лидерство. Нам хочется быть с теми, кто нас сильнее. Нас словно магнитом тянет к таким людям, и поэтому он нас может словно завораживать, правда? Тут такой человек яркий, и где-то вы ведь в одних энергиях у нас жезлы выпадают. А что еще нам про него расскажут? Но не могу сказать, четверка кубков, он как будто, знаете, есть момент, когда он словно упускает свой шанс. Это может быть, он сейчас так думает. Он тоже на какой-то своего рода развилке. И вполне вероятно, у человека тоже есть семья. Давайте посмотрим, а есть ли семья? Ну, вы знаете, скорее у него есть работа. Я не могу сказать, что человек семейный. У нас карта императора выпадает. Да, конечно, может быть, потому что император это статус. Но все-таки он один нам показан на карте. И я больше склонна думать к тому, что это тот статус, который, знаете, обязывает трудиться много буквально. Может быть, занимая высокую должность, он думает не только о своей избраннице, как о той даме сердца, которая будет находиться где-то в доме, а ему нужна статусная, ему подстать, так чтобы на выход, что называется. Ну уж извините меня за такую фразу, но поскольку нам выпадают, посмотрите, какие карты. Победитель, император, когда он уверен в себе, у него все получается, он знает правильно, как рассчитать риск, он вообще в себе где-то не сомневается. И вот, скорее всего, вы появились в его жизни, и он теперь думает, боже мой, а что мне с этим делать? Есть карта апатии, когда есть какой-то шанс, но, видимо, его какие-то планы, они были составлены до вас. И вот как это совместить теперь какие-то чувства, практически непонятно. Хорошо. И что ты думаешь дальше делать? Это карта трансформации. Я надеюсь, все правильно понимают. 13-й аркан смерти. Это не про смерть. Это завершение какой-то прежней жизни, прежнего этапа жизни. Это когда мы, знаете, спадают какие-то оковы. Или у кого, правда, проигрывается, девочки мои дорогие, когда человек был не свободен. Ну, в каком плане? Де юре. У него были отношения. У него могли быть, кстати, отношения, может быть, даже и семейные, оформленные юридически, но нет взаимопонимания. Они были только лишь, знаете, как на бумаге, а взаимопонимания или душевности какой-то в этом союзе не было, и поэтому человек вполне может, встретив вас, задуматься о том, что, а почему я так несчастлив? И тоже с этим что-то нужно делать. Но так или иначе, ваши отношения для него есть своего рода дилемма. Но поскольку он привык, очень ответственно, ведь нам человек показан, он, поскольку привык, понимаете, я надеюсь на себя. Как будто начинается все с меня и с меня заканчивается. И если я сейчас скажу слово «да», значит, я беру ответственность над этой женщиной. Над женщиной, может быть, дети, может быть, еще какие-то составляющие вашей жизни, и ему надо время для того, чтобы пройти вот эту самую трансформацию. Здесь эти отношения, они, я бы сказала, словно по судьбе могут быть. По крайней мере, человек очень к этому серьезно относится, потому что он понимает, что если он скажет сейчас какое-то свое весомое слово, у него не будет пути назад. Хорошо. И к чему ты больше, вот на сегодняшний момент, к чему ты больше склоняешься? Вы знаете, человек, с одной стороны, он хочет быть счастливым. Посмотрите, какие карты выпадают. Ведь
Хотела сложить карты и начать расклад по-другому. Но ладно, как идет, так идет. Хорошо. Карта эго выпадает. С другой стороны, карта Солнца – это выбор правильного направления. Он с вами уже как будто представляет, как, может быть, пойдет в театр, или пойдет на какой-то званый вечер, или пойдет в какое-то общество. Это точно, абсолютно. Он представляет с вами себя на выходе, мои дорогие девочки. Вот это все так серьезно. Видимо, он как-то не просто, понимаете, правда, ему какая-то домашняя кошечка нужна. Нет, ему нужна подстать себе. Это, знаете, к вам много получается каких-то требований у человека. Ну, может быть, вам и не озвучено. Это где-то внутри его. То, что он словно вас примеряет где-то под себя. Может быть, вам это и не понравится, но это на самом деле так. И я вам хочу сказать, ведь тут одно разочарование, что нам пока не показали, из-за чего. Мы сейчас это узнаем. Почему вот такая апатия? Что-то не клеится у человека. Хотя, в принципе, понимаете, и чувства определенные есть. Он даже как будто свою стратегию, траекторию жизненную видит с вами. И готов даже от чего-то отказаться. Как-то реструктурировать свою жизнь, чтобы именно когда я не один, а нас уже двое. Интересно. Ну, давайте мы... Что нам мешает? Вот мы достанем эту карту. Все-таки, посмотрите, шикарные карты. И среди них выпадает у нас ни много ни мало, а 3 старших аркана и карта победителя. Вот положим так и продолжим наш расклад. Откуда апатия? Почему у нас апатия? Что не так? Семерка мечей, карта хитрости, ловкости. Знаете, у него есть где-то сомнения. Вот этого не могу исключить. Он думает, что, может быть, у нее не так все серьезно, а может быть, я ей выгоден, а может быть, она просто какую-то свою тему хочет решить через меня. А почему ты так думаешь? Что тебе дает? А он сам не знает почему. Или события развернулись так, что какое-то известие пришло, и он понимает, что ну, как-то обстоятельства осложнились чем-то. У каждого тут свое, и поэтому есть какая-то информация, видимо, может быть, о вас. Может быть, он за вами где-то наблюдает. Вполне вероятно, семеркой мечей это правда. У кого-то ведь, правда, может проиграться и другая ситуация. Он за вами наблюдает, и вы на расстоянии. И тогда вот эта карта апатии, когда мы сейчас не вместе. А я бы очень хотел. Потому что у нас выпадает туз мечей, и я не могу сказать, что он что-то там задумал. Такое, ну, со смыслом негативным. Нет. По тузу мечей это больше шанс. И более того, это какая-то готовность, особенно в этой колоде, потому что меч, он, посмотрите, словно устремляется вперед. Это где-то вот значение вот этой карты победителя, когда я беру на себя ответственность, и вот я готов, я иду вперед. Отметаю вопросы прошлого, как меч пронзает воздух, и то, что справа и слева, он изображен обоюдоострый. Мы словно отрезаем какую-то прошлую жизнь. У него могут быть и еще какие-то вопросы, но он готов ради того, чтобы быть вместе. Он уже практически решение принял. Хорошо, а что тогда вам мешает быть вместе? Тут у вас какая-то кармическая связь. Вы знаете, вы будете вместе. Это хотите вы или нет. Как уже будут дальше разворачиваться события, я не знаю. Но вот в этом раскладе, кто меня смотрит, и у кого, правда, совпадает, вот расстояние, может быть, есть, вполне вероятно. Или если не грандиозное расстояние, небольшое, может быть, в пределах города, местности, но вы не под одной крышей. Но по страшному суду это какое-то завершение должно быть. Знаете, у кого-то, мои девочки дорогие, проиграется, что у человека прежние какие-то отношения в стадии развода. И что-то не решено. И вот
Он уже, возможно, с семеркой мечей уже там 1001 способ попробовал. Но, видимо, не все от него зависит, и есть какое-то разочарование, потому что есть какая-то, может быть, задержка. Но как будто это ведь карта возрождения, это начало новой жизни. Еще один старший аркан, да с учетом вот предыдущих, это правда, нам ангел трубит о возрождении, о том, что начнется совершенно новый жизненный этап. Мне интересно, хорошо, а что же думаете вы? Давайте мы о вас. А у вас есть какое-то разочарование. Причем разочарование это не теперь. Это у кого-то проиграется как ваш отрицательный опыт. И о чем нам говорит карта. Если вы обожглись на молоке, не дуйте на холодную воду, потому что пятерка кубков это какие-то истории из прошлого. Да, разлились три кубка, нам показан человек, но он как будто стоит в трауре. Уже событие давным-давно произошло. И даже ведь это мелкая карта, мои девочки. Пятерка кубков, ни о чем. Но мы застряли эмоционально, понимаете? То есть какое-то событие прошло, или какие-то обстоятельства уже закончились давным-давно, а эмоции остались. И нам кажется, или мы сравниваем, а не будет ли это повторением какой-то прежней истории. А карта нам говорит развернуться на 180 градусов и снять какой-то траур. Не сравнивать какую-то прежнюю историю с теперешней. А что еще? Почему вы раздумываете? Ух ты, еще одна пятерка. Ну вы прямо воин, правда? Попробуй к вам подступись еще, я бы так сказала. Значит, вот этот король кубков, знаете, может проиграться так, что, может быть, какое-то время вы были с этим человеком, или вы уже вместе встречались, может быть, длительное время, может, месяц, ну, не день-два, а какое-то время вы были, может быть, вместе на отдых ездили, или на отдыхе познакомились. То есть вы фактически прожили как муж и жена, вот как будто так. Или он вам помогал, может быть, такое тоже, помогал буквально деньгами, поддерживал вас эмоционально в какой-то сложный момент. Потому что вы идете как пара, мои дорогие, правда, и мне нечего добавить. Но вы сейчас колючая, как ежик. Вы, во-первых, это может быть какой-то проект. Во-вторых, обстановка может быть вокруг вас такая, что я должна быть воином. И хоть камни с неба, но я должна какой-то проект осуществить. У кого-то был недостаток взаимопонимания, то есть какие-то вопросы вы с ним могли обсуждать, но взгляды либо разошлись. А у кого-то может быть, если отношения на расстоянии, правда, тут может быть, мы говорим на разных языках, какая-то сложность в общении, потому что очень часто проходит, когда мы именно не договорились, и для этого были какие-то причины. И пятерка, я вам должна сказать, вы, знаете, не навредите себе, правда? Ведь пятерка это мелкая карта, нам сразу говорят, это вообще ни о чем, это не причина. Это как и история какая-то из прошлого, словно накладывает на вас вот буквально отпечаток, что вы такая колючая где-то. Вас люди не раз подводили, мои дорогие девочки. Вас люди, может быть, предавали, и вы не хотите еще раз найти те же самые грабли. И вы что-то не понимаете, либо нет какого-то доверия, но хотя по человеку тут полное доверие. Тут ну, даже посмотрите ваши карты и его карты. Его-то лучше. Это вы тут так вот, и луна тут у нас, и все на свете, и вообще не верю никому. Надеюсь сама на себя. А потому что воин в душе, потому что вы самодостаточная, вы не привыкли где-то, или, может быть, прежняя какая-то история была такая, что была, может быть, и любовь, но вы где-то совершили ошибку, растворяясь в партнере, и это потом больно ударило по вас. В каком плане? Были какие-то неожиданности или буквально предательство, но в тот момент, когда вы были слабы. И вы теперь в себе какую-то слабость просто не можете позволить. Она вас, словно вам так кажется, снова вернет в какое-то прежнее состояние. И я уже назад точно не хочу. Хорошо. А чего же вы хотите? Вот давайте узнаем. Чего же вы хотите тогда?
Вы хотите оформления отношений, чтобы все было по закону, по традициям, чтобы это был брак оформлен, чтобы у вас были какие-то гарантии, чтобы буквально у кого-то и венчание. То есть, ну вот по всем канонам, статьям, чтобы было так, как в обществе, в общем-то, и принято. Хорошо, давайте мы узнаем, а насколько человек вот к этой карте готов, что он думает. А вы знаете, так и он-то я не могу сказать, что он не думает в какую-то другую сторону. Правда, у кого-то проиграются отношения, что вы не вместе. Ну, видимо, расстояние у каждого свое, но карта колесница вообще это карта успеха. Он с вами видит свой успех. Он вас представляет вот действительно как парой, мои дорогие девочки. Вы понимаете, тут выпал 20-й старший аркан и еще иерофант. Правда по судьбе. Вам говорят, что отношения, это вот вы хотите этого, но у человека, посмотрите, он очень хотел бы как можно быстрее соединиться, буквально съехаться с вами. Он готов отказаться от прошлого. Вот по этой карте буквально так и идет. Когда мы отбрасываем прошлое и устремляемся вперед в будущее. Мы принимаем будущее, да, во всех вариантах событий, которые к нам придут на порог. И он как будто готов к этому. Давайте мы зададим главный вопрос. Ради чего мы, собственно, все это делаем, правда? Его мысли обо мне сегодня. Что он думает? А он думает, что какая-то игра есть. Может быть, затянулась история. Он думает о том, чтобы... Кстати, он может думать о том, чтобы... словно вас выманить. Вот правда, есть такой момент, потому что какое-то передвижение, встреча, какая-то спонтанность, или он надеется на какой-то спонтанный случай, как будто так, хорошо, а что ты думаешь еще? Как? Есть еще между вами, если так можно сказать, правда, кто-то находится в такой обстановке, когда на вас влияют непреодолимые силы. Что я имею в виду? Это обстоятельства непреодолимой силы. Это какие-то, может быть, либо законы, либо у кого-то разные страны, или какие-то перемены вокруг, которые тоже вас как будто, ну, где-то разлучают, не дают быстро что-то осуществить. И он об этом думает. Посмотрите, все, как его мысли, так и старшие арканы. Что ты готов сделать? Но он видит вас парой, правда? А у кого-то проиграется в стадии развода его прежняя какая-то история. И может быть, вполне вероятно, он сейчас завершает какие-то судебные процессы, либо процессы, связанные с разводом, или, может быть, это медиаторство, договоренность, но какую-то, может быть, и прежнюю историю. А давайте мы спросим, это вот кто это? Что это, на каком этапе? Да, это есть или была какая-то женщина, которая была, может быть, какое-то время с ним вместе. И теперь это башня. То есть к чему все идет? Чем это дело закончится? Ну, быстро не заканчивается. Видимо, у кого-то проигрывается так, что человек еще пока, может быть, не разведен. Или он бы и рад, нам уже сказали, завершить это, но пока не получается. Словно стоит что-то на паузе. А нам снова выпадает аркан умеренности. И вы знаете, ведь по этому аркану все равно придет какой-то финал. Но не быстро. Вот это да. Какое-то пройдет время. Тут, понимаете, по судьбе словно быстро не произойдет, но словно вместе вы будете. Что он думает сейчас о вас? Ну, он очень рационален, я должна сказать. Вы знаете, готов человек в вас складываться, готов вам помогать, буквально, может быть, и финансово. Может быть, и сейчас он какие-то вопросы финансовые решает, или через финансы пытается какие-то вопросы, которые касаемо благополучия решить. Но я должна сказать, что человек состоятельный, человек непростой. Он тоже не будет играть где-то вторую скрипку. Вам придется с ним считаться, правда? Вот насколько вы такая яркая индивидуальность, так ведь и он-то тоже. Вот вы колючая, и он-то тоже. Вас словно судьба
знаете, вы очень похожи друг на друга. Может быть, вы говорите, правда, на разных языках, проживаете в разных странах. Может быть, вы выглядите внешне совершенно противоположны, и кто-то может сказать, что вы не подходите друг к другу. Это все блеф, потому что внутренне вы именно соединены были, видимо, высшими силами. Потому что вы даны друг другу для того, чтобы уравновесить, словно вы сталкиваетесь с собственной тенью. Он смотрит на вас и видит где-то себя. А вы смотрите на него и видите тоже в чем-то себя. Да, в деталях это какая-то разница, но, видимо, во взглядах на жизнь, в своем, может быть, где-то одиночестве. И неважно, у кого сколько было браков или сколько было там каких-то бывших, это вот то одиночество где-то в душе или какой-то пережитый опыт, он богатый у каждого. И поэтому каждый ищет свою вторую половину. Ну, наш расклад не предполагает, вот сейчас, видите, нам как бы не говорят, что будет какой-то финал. И расклад наш не предполагает, повторюсь, что мы смотрим, чем это все закончится. Его мысли самые серьезные, конкретные. Как закончить одно дело, как быстрее обустроить, как встретиться, как тут вообще какую-то ситуацию решить. Давайте мы спросим, ну все равно спросим, ближайшие события, вот так, да? Ожидаемые между вами. Да тут все надежно. Хотите, не хотите. Король Пентаклей, правда, вопросы благополучия. Скорее всего, будете думать и подсчитывать. Возможно, кстати, и про деньги будете говорить, и про дом будете говорить, и про благополучие, и как мы будем жить, и, может быть, какие цветы возле дома посадим или на балконе. Ну, что-то вот вокруг этого. Потому что, то есть, конкретно наши какие-то мелкие вопросы бытовые вы уже будете обсуждать, понимаете? И правда, как будто пара. А что еще? Правда, расстояние есть, и как мы встретимся? Тут вот каким образом это произойдет? Сами по себе какие-то планы на будущее, и да вы знаете, это будущее уже карты видят как будто благополучным. Но есть, видимо, какая-то причина, почему это не может продвигаться быстро. Не могу сказать, что если мы задали у видео, как бы задачи, его мысли обо мне, я не могу сказать, что человек вот где-то в каких-то эмоциях. Нет, он совсем другой. Он император, он победитель. Он причем тот, который рассчитывает сам на себя, и тот, который привык добиваться своего, понимаете? И он вас где-то поставил точно так же, как вот она моя, и все. И моя задача именно какое-то принять как и важное решение, как-то подытожить свои дела таким образом. Посмотрите, какие у человека карты. И какие у вас, мои дорогие, карты? Совсем другие. Но, может быть, так и надо. Вы все-таки женщина. И каковы бы не были вы сильны или как, насколько сильны, вы знаете, ну, где-то сбавить обороты, может быть, придется. Я не говорю о том, что мы так прогибаемся, да, под кого-то в угоду кому-то и жертвуя своим принципам. Но вот какую-то такую колючесть убрать, наверное, вам самой будет легче. Это правда. Потому что двое людей достаточно ярких, самостоятельных и самодостаточных. Но по судьбе. Будьте счастливы и любимы всегда.